Красиво. Это чё? Это резец. Пацаны, это резец. Кто-нибудь видел такое когда-нибудь? К нашему-то не подойдет станку большого. Это мощь. Еще и с напайкой. Это я понимаю. Хозяйский размерчик. 400. Ну-ка, а квадрат на сколько? 50 на 45. Капец. Ну это строгальный по-любому. Может и отрезной такой. Привет, ребята, это Сид, канал ТВВ. Сегодня закончим тему про электролиз. И больше не будем возвращаться к ней специально. Сделаем это по-большому. Очистим 30 килограмм инструмента. Я покажу особенности его очистки от ржавчины. Потом поговорим за шестивалентный хром. Вспомним Эрин Брокович. А в конце выточим небольшую наковальню на токарном станке. Я заменил электролит после очистки шаублина. И давайте начнем вот с этой вот плиты УСП. Для начала устанавливаем небольшой ток, смотрим, как идет процесс. Вообще, очистка от ржавчины деталей из высокоуглеродистых и легированных сталей происходит более долго и трудно. Обязательно требуются промежуточные скобления щеткой и требуется несколько таких итераций, ну или повторений по-русски. Для интереса контролируем напряжение, оно составляет где-то 42 вольта, и я думаю, можно поднять ток до 60 ампер. Ну вот видите, все еще осталась ржавчина. Процесс замедляется и усложняется еще из-за наличия смазки в пазах, поэтому требуется механическая очистка. Итак, пару слов за шестивалентный хром. Да, его канцерогенные свойства и опасность для здоровья доказаны. Вот уже несколько раз писали, чтобы я не использовал пластины из нержавеющей стали в качестве электродов. Заботливые комрады говорят: посмотри фильм Эрин Брокович с Джулией Робертс. Ну, я посмотрел. Да, это было громкое дело в Соединенных Штатах. Да, там одна компания травила людей этим хромом несколько лет. Каким-то образом там эти отходы попадали в водопроводную воду. Но они там пили воду годами. Я же не только не пью эту воду, да, а практически даже не контактирую с раствором. Видите, я работаю в перчатках. Испарение есть, да. Но сколько этого шестивалентного хрома в этих испарениях? Узнаем через минуту. Ну вот тут плашка может быть на 16. Кстати, вот 20,5, которую я купил. Можно было так украсть. Слава, вы даже не заметили. Видел такое когда-нибудь? Что это такое? Ну, плашка-держка, наверное. Как она? Универсальная какая-то. Как она держит? Это что-то, видишь, какой-то резак, что ли, какой-то. Вот это вообще... Да с такими это этими, я понимаю. Да он нагнется все. Вы доделаете, нет когда-нибудь эту шараку? Слава, где Слава? Слава, где он? Нету, он работает. Испарение воды из раствора есть. Периодически приходится подливать воду для поддержания уровня. Давайте вспомним, сколько вообще хрома в нержавеющей стали. Ну, допустим, 15-20%. Я небольшой специалист в химии. Но давайте просто прикинем практически. Вот я пользуюсь этими нержавеющими пластинами уже несколько лет. И произвел более 10 подобных очисток от ржавчины гальваническим способом. Визуально на пластинах не наблюдается никакой коррозии. То есть их масса не изменилась, они не перешли в раствор. А если мизерная часть и перешла, то возьмите от нее всего лишь 15-20%. Еще неизвестно, насколько маленький процент содержится в парах этого раствора испарившегося. То есть по мне, так это пустая паника. Просто работайте в хорошо проветриваемом помещении, пользуйтесь защитными средствами, респиратором, противогазом, если хотите. Работайте в перчатках и просто не пейте этот раствор. Окей, давайте посмотрим, что у нас тут. Это резьбовые калибры. После гальванической очистки остаются вот такие вот черные пятна на том месте, где была раньше ржавчина. У меня просто-напросто нету времени бороться с этими пятнами, и поэтому я их оставляю как есть. Можно их зашлифовать, заполировать, но это личное дело каждого. Сейчас я покажу, как очищаю мелкий инструмент. Загружаем инструмент в корзинку из хозяйственного магазина, вкладываем в него медный провод и засыпаем сверху его еще слоем инструмента. Такой способ очистки требует еще большего времени, потому что реакция идет в основном по краям. В центре этой кучи
Электрический ток практически отсутствует, поэтому там реакция не идет. Необходимо периодически перемешивать инструмент. После очистки инструмент высушивается, перебирается и покрывается слоем масла. Дизельное топливо или солярка обладает отличными моющими свойствами, поэтому промывка в ней может дать дополнительный положительный эффект. Навье. Я тебя хочу спросить, ты же инженер. Че, вроде все нормально, да? Вот зацепление, смотри. Ну, Нормальный такой люфтик. Все бы как бы ничего, если бы вот эту вот штуку я там не нашел. пружинка какая-то. По зубьям ты вообще не скажешь, что они работали. Вроде Может, вообще. ты там еще пошари, может, еще найдешь что-нибудь. Видишь, Сейчас такие не делают. Видишь, разница в мостах какая. Это чтобы разобрать, половинить надо, а этот крышка снимается и все. Выпал. Редуктор? Он что там просто валяется? Но вообще не изношен абсолютно. Смотри, вообще выработки нет. Зубья отличные, все. Его, по идее, вот продать кому-нибудь. Я на Авито посмотрел, такие мосты за косарь продают. Так, что у нас дальше? Вот модульные фрезы и какой-то типографский нож для перфорации. Связываем их в одну гирлянду. А вот это интересная штука. Это фрезерное приспособление или тиски для зажима за резьбу. Например, для фрезерования головок болтов, винтов, для прорезания шлицев. Довольно удобная вещь. Когда я ее восстановлю, то покажу, как пользоваться. Еще раз хочу повторить, что очистка металлорежущего инструмента требует приложения гораздо больших усилий. Это именно инструмент. Чугуняки ты сам видел за час. Инструмент, имевший небольшую, неглубокую ржавчину, полностью восстанавливает свое функциональное назначение. Но в процессе очистки может выясниться, что ржавчина была достаточно глубокая и повреждены посадочные и режущие поверхности инструмента. Такой инструмент, конечно, идет обратно в металлолом. Внутренние полости тоже не очищаются, потому что в процессе электролиза в них отсутствует электрический ток. Измерительные инструменты, универсально-сборочные приспособления, такие как вот этот кубик, могут утратить свою точность, но они по-прежнему годятся для неответственных работ. После просушки восстановленные детали обрабатываем маслом, растворенным в керосине или бензине. Напоследок восстановим парочку вот таких брусков. Честно скажу, не знаю, от чего это, но они шлифованные, имеют Т-образные пазы 12 мм. Их можно использовать как УСП или для, например, расширения, удлинения стола. Продемонстрирую свою работу, знаешь? Аккуратно. Так что, фрезерным станком делал наверняка. Да. Вот такой фрезой прям этот там что-то. What we have here. М20. Шаг полтора. Так ты его спугнул своими этими. 1600 смену. Он охерел, конечно, тоже. Ну, видишь, как я сделал? Шайбочки какие подложил две. Угу. Все плотно стало. Ну, это все фигня, вот. Так это опять твоя эти скалки скалки. опять. Ну, бесполезная Ну, это совершенно. Слабость, питаю слабость. Какой-то шкворень от самосвала, по-моему. Ну, надо почистить. Видно будет. У центра есть, видишь, значит, точилось.
Это еще даже больше. 50 миллиметров. Номер 9. Это 40. Да, это получше выглядит. А на сегодня это все. Ну и вот давайте посмотрим на результат очистки, который проводился 2 дня подряд. Сверла, мячики, калибры, запчасти станков, плашкодержатели, воротки для мячиков. Заметьте, я говорю мячики, ударение на последний слог. А то в последнее время пошла тенденция говорить мячики, мячик. Профессионалы так не говорят, только дилетанты, потому что это неправильно. Метчик — это тот, кто метит территорию. Сомневающиеся могут справиться в Википедии. Я прошу прощения, что-то бомбануло. Так, на чем мы остановились? Да, вот эти ОСП, эти брусья, кучка фрез и другого добра и всякого другого инструмента были получены за 2 дня общим весом где-то 30 килограмм. То есть 30 килограмм ржавого хлама были превращены в вполне приличный инструмент по цене металлолома. Так, сейчас попробуем вот эти вот тесочки обработать. Слесарные, да? Вот. Они же это ушатанные вообще в хлам. А вторые вот эти. Вот она, парочка. Смотри, как будто покрашено. А винт беленький. Да, винты надо смазать, пока он не заржавел обратно. Давайте поддержка его с этим. Тяжело уже пошло. Да вот сюда дело. А ты она как думаешь? Ну, видишь, что ее затирает. Сейчас обратку. Да, поставь на угол. Так, это ручку сбить. Ты крути, а я буду держать. Стой, стол. Ну, сильно полно, конечно. Не знаю, как ты его будешь применить, если это сталь хорошая. Поперечной подачи как? Пробовать, получится. Так, трубу на хорошую, что ты взял. О, нифига ты Геракл. Все, что ли, забил? Вот, помыл все. Ну, мастер. Какие-то вообще огонь стали, вилка. Благодаря реактору надо такие дела делать. Реставрация. Бюджетная реставрация. Та-дам! Все крутится, вертится. Ай да тесовочки. Ну все, пошел отдам. Продолжается борьба за восстановление точности патрона. Проточил все базовые рабочие поверхности кулачков. Наконец-то расточил обратные кулачки. Сейчас будет довольно интересная крупная работа для них. Снова расточил внутренние поверхности прямых кулачков. Взял уже другой, новый эльборовый резец. Растачивал уже конкретно под определенный диаметр 50 мм. Взял более жесткое кольцо. Устанавливал небольшие обороты около 100. Лучший результат, которого я добился, это биение в 7 соток. Короче, давно мечтал о такой болванке. Какие-нибудь долбежные работы
проводить что-нибудь, стучать. Короче, подогнали нам вот такой кругляк. Сколько он? 220 миллиметров. И вот у него один торец хороший. Так вот, если угольничком проверим, вполне себе, вполне перпендикулярный. А вот этот отпилен на пиле вообще косо. Сейчас мы его попробуем торцануть. Это эпическая болванка номер 2. Весом где-то сколько? Килограмм 20, наверное, точно. Как я уже сказал, обратные кулачки у меня из разных комплектов. Видите, гребенки идут не по возрастающей. Я их устанавливаю в таком порядке: 2, 3, 1. Завел. Мы даже не знаем, что это, чугун может быть, или сталь. Сейчас выясним. Она выпрыгнет, побежит. Ты вообще все такое. Сквозь будку пробежит. Куда от нее потом убегать? Кулачки-то я проточил вообще в тему, да? Вовремя. Как будто знал. Но если это вот чугун, он как по маслу пойдет. Если это чугун, то надо в противогазе работать. Тут пыли полетит столько. А вот мы сейчас проверим вот так вот. Не, сталь. Ковки. Сталь. Не откалывается. Сантик. Тут, по-моему, побольше. Нет? Ну, сантик точно. Натворил, не начал еще работу. Здесь можно видеть, как зависит частота обработки, шероховатость поверхности от скорости резания. Видите, есть определенная граница, после которой шероховатость повышается. Попробуем как бы увеличить эту площадь, вот эту блестящую, да, зеркальную. Сейчас у меня на станке стоит 125 оборотов. Ну, глубина там резания подачи как бы не очень влияет. 125 оборотов и диаметр, да, 220. И давайте посчитаем с помощью вот этой программки, какая скорость резания у нас получается. Забиваем сюда диаметр. Вот, ну, максимально возьмем 220. Обороты 125 у нас установлены. Считаем 86 метров в минуту. Не так уж и много, кстати, для твердого сплава. А по табличке частота обработки начинается со скорости 70 метров в минуту. Там можно даже вычислить обороты, то есть сделать, произвести обратный счет. Нам надо не менее 70 метров, так, скорость резания. Забиваем сюда 70 метров. Это нам неизвестно, мы сейчас обороты вычислим. А диаметр, чтобы, ну, хотя бы до 50 миллиметров, да, у нас блестящая шла поверхность. 50, а этот считаем. Ну, 400 оборотов это слишком дофига. Я еще жить хочу. Сделаем обороты 160, я больше боюсь делать. 100 метров в минуту будет. В самый раз. Пластинка опять сработалась. Сейчас заменим ее. Сейчас попробуем установить ее обратной стороной, вот этим основанием, без стружколома. Смотрим, как будет работать. И будет ли вообще.
Короче, из станка пошел дым. Предположительно горит фрикционный вал. Ну что, мы же не специально сломали его. Сам сломался. Ты сегодня это самое. Ты сегодня вообще все для этого сделал, Но по-моему, чтобы было. Да. Косяк за косяком. Крышку убери, крышку. Баня. Банька. Жесть. What have I done? What have I done? Все, в масле тут. Ну смотри, где Весь что-то дымится. горит. Да нет. Ну так щупай рукой, что ли, где нагрето. Фрикцион горячий. Ну не так, чтобы уж сильно. Рука терпит. Масло-то не идет. Это воздух плюет. Засасывающая трубка, может там не достает даже эта трубка. И он там вроде в масло входит. А, вон там он горячий. Вот это вот. А это, слушай, это же ремень. Какой ремень? Тормоз. Тормозной ремень. А чё он, почему он тормозит? Чаешь. Уже две неисправности. Масла нет и ремень трется, перегрет. Нет, смазка тут как бы, ну, все должно быть нормально. Ну вот оно пошло. Вот ты вручную его это накачал. Тут и регулировка крутится. Я вручную все скрутил. Качает, хорошо. Даже тише стало работать. Весьма плоская. Ну так, что-то просвечивает. Ну, равномерно. Вот так В видишь? середине сидит. Маленько выпуклость есть. Осталось пофарбовать. Вот такой получился железный пенек весом 25 килограмм. Неплохая такая наковальня, очень плоская, очень прямая. И она в некотором смысле даже удобнее, чем обычная там стальная плита или наковальня, потому что для переноски ее можно поставить на пол и катить. А на этом пока все. Всем пока, удачи!